Друзья, на Reddit уже появились первые утечки о новом камне Haunt Coil, который появится в игре с обновлением 4.1. А напомню, что вчера я делал подробный обзор этого обновления и разбирал видео разработчиков. Если вы не смотрели это видео, то обязательно посмотрите. С вами ВАЗ-2232, и сегодня мы разберемся, годный ли это камень или это очередное проходное решение от Blizzard. Поэтому, друзья, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Друзья, это пост, на который я наткнулся на Reddit, и здесь ребята обсуждают как раз просочившуюся информацию о новом камне, какие он дает эффекты. Ну, если это все перевести на наш русский язык, то этот камень работает через механику преследования, потому что Haunt по-английски это, в общем-то, преследование. Ну и когда вы наносите урон, у вас появляется шанс наложить на врага эффект, так сказать, преследования, да, на 6 секунд. Если вы в атакующей стойке, то враг получает больше урона от вас. Если вы в защитной стойке, то враг наносит меньше вам урона. Что это за стойки такие? Ну, я полагаю, что это стойки как раз нашего инвентаря. И у нас здесь есть вот две стоечки, видите? Одна атакующая стойка и одна защитная стойка. И у Demon Hunter вот эта атакующая стойка, она как раз дает повышенный урон от основных атак за счет повышенной вероятности критического удара. А вот эта стоечка, это стойка ловкости или защитная стойка, она дает повышенную скорость передвижения. Ну и в зависимости от того, какой вы хотите добиться эффект, вы выбираете нужную стоечку. Ну и, видимо, в зависимости от этих стоек будет как раз накладываться эффект. Плюс преследуемые враги каждые 2 секунды выпускают взрыв, который бьет по окружающим врагам. Но есть ограничение, что этот камень на одну и ту же цель будет срабатывать раз в 20 секунд. Что тут у нас в сухом остатке? Ну, что этот эффект срабатывает, когда вы наносите урон. Если у вас стоечка атака, то у вас плюс урон по врагу на 6 секунд. Если вы в стоечке защите, то у вас как бы меньше вы берете на себя урона в течение 6 секунд. Атакованный бегает, на нем висит периодичка, но я бы даже не сказал, что это периодичка. Это, скорее всего, просто эффект, при котором он в течение этих 6 секунд взрывается, и все рядом находящиеся противники, они получают урон. Но очень длинная перезарядка, 20 секунд, это, конечно, мне не очень нравится. Вообще это все выглядит как очень универсальный камень как для PvP, так и, если честно, для массовых замесов, в том числе и в открытом мире, когда ты против большого количества монстров сражаешься. Но вообще сами разработчики, они говорят, что этот камень повысит нашу выживаемость в игре. И я, кстати, думаю, что продлить это действие 6 секунд сможет какой-нибудь комплектик из негативных эффектов, да, то есть комплект, который увеличивает продолжительность негативных эффектов и, соответственно, потому что вот этот вот эффект Haunt — это как раз негативное свойство. Но я, конечно, могу ошибаться, возможно, это и положительное свойство, но когда ты накладываешь какое-то проклятие или что-то еще, обычно это негативное свойство. В общем, мы будем ждать, когда этот камень появится у нас в игре. Что вы думаете, будете ли вы его собирать и как он будет называться, все еще непонятно. У нас есть только английское название Haunt Coil. Haunt — это преследовать, да, а Coil — это что-то вроде там спираль, да, ну или какая-нибудь катушка. В общем, ну вообще можно, да, так, катушка преследования или призрачная спираль. Я думаю, что это вполне в стиле Diablo Immortal. Друзья, что вы думаете об этом новом камне? Будете ли вы накапливать ресурсы, чтобы его прокачать? Я думаю, что камень будет, в принципе, неплохой, судя по эффектам. Ну, а там мы посмотрим, когда он появится в игре. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Обязательно подписывайтесь, если еще не подписались. И, конечно же, мы увидимся с вами в следующем ролике.